Такс. Почему показывает пока сигнал не очень? Ну, попробуем. А с другой стороны пока показывает на желтом сигнал, а вот стал на зеленом. Так, ну, все равно мне каким-то образом надо зайти еще. Ладно, потом зайдем. Куда? Да ты не сможешь. На таблет, может? Мне надо включить этот самый монетизацию там через компьютер. Я туда поставлю, хай подвигается, я принесу компьютер и через компьютер все включу. Сейчас. О, сейчас. Как ты не открываете? Это из-за того, что трансляция? Не знаю. Может. Я не пользуюсь этим интернетом, так что. Так, есть один человек какой-то, который на меня смотрит. Даже два человека есть. Я. И народ, у нас начался отпуск. Мы находимся. Так, где? Вот это моя Кока-Кола. Мы пьем Кока-Колу с таких банок. Это кружка. Круто. И сидим в кемпинге. Вот, около такого домика. Сейчас еще подключится. Сейчас я все разберусь, пока подключаю. Если, может, написать не слышно или хорошо, видно, слышно. А я подключу кое-что на ноутбуке. Заодно буду тут хорошо читать, как бы. Сердечки тебе вставлю. Активность есть, 2 человек. Так. Привет, давно не заходил к тебе. Ты что, на даче? Почти. С началом отпуска. Спасибочки. Все супер. Привет из Монреаля. О, спасибо огромное, ребятки. Сейчас я включу кое-какие штучки на компьютере и все. Значит, мы поехали в отпуск. Мы на Атлантическом океане в кемпинге. В кемпинге сидим Нуэо Атлантис. Вчера был такой дождь одуренный. Ну, в общем, почти вся дорога у нас была в дожде. И там мы снимали, потом поставим видео. Я уже боялся, что, честно говоря, застряну тут в лужах, когда асфальт закончился. И осталось, ну, кварталов, наверное, 10-15 грунтовки. Я уже боялся, что, наверное, думаю, я тут в этой грунтовке и останусь в лужах. Так лило, приходилось дворники врубать на самую высокую скорость, чтобы хоть что-то видеть. Тут на океане вообще сильно, ну, как если дождь, то сильно льет, и грозы очень такие большие, знаете. Но в конечном итоге доехали, хотя в некоторых местах останавливался, шел в тапочках туда, в шлепанцах своих, смотреть, смогу ли я через эту лужу переехать или нет. У нас все-таки машина, ну, как бы не 4×4. Но добрались до кампинга, сняли в этот раз всех, кто за нами смотрит, они знают, что мы начинали в этом кампинге, мы уже ездим лет 10, начинали мы с того, что ездили сюда с палаточкой, с маленькой, потом начали с большой палаткой ездить, такой уже побольше устраиваться, чтобы удобнее было. Потом несколько лет мы снимали такой домик на колесах, они здесь сдавали. И в прошлом году мы показывали, что здесь они построили 1, 2, 3, 4... Подвинуть уже покажу так, да? 100. Я подвинуть. Ну, зачем? Я на себя наведен, и что ты покажешь? Ну так, я хотела себе не чтобы показать домик и все, не только так. Ну вот, пересключим, и да, и тогда показывай. Не так, я хотела вместе с тобой. Вот, показывай. Я подумала. А я... Хорошо, потом... Я просто вот так такая чуть-чуть. Вот так. Хорошо. Можешь его там оставить, если так тебе сильно хочется. Так. И мы сняли вот этот домик. Теперь тут 5 таких домиков есть. Так, я хочу найти эту трансляцию в конечном итоге, посмотреть.
Аналитика. Какая у нас погода, да? Да. Я теперь ее начну здесь прямо на компьютере смотреть, и я смогу видеть, что мне люди пишут, и отвечать. Вот только звук здесь выключу, чтобы здесь не было звука на компьютере. Так. Звук отрубаем. Ставим на паузу и смотрим сообщения. Значит так. Доехали, сняли вот такой домик. Пока что народу мало, потому что только сезон отпусков в Аргентине только начинается. В основном сюда припрут все после Рождества. То есть с 25 числа здесь начнется больший наплыв, и потом в конечном итоге этот наплыв уже будет идти, ну, после 1 числа вообще будет очень крутенько. Но пока свободно. Тут мы видели пока что, вот сегодня приехали люди, привезли с собой, у них тут касаратанты, как называется, домик на колесах, и устраивается. Одни были в палатке, одна семья на машине, маленькая палатка, их так замочило, что они вымокли, как песики, как говорят, и вчера они тоже сняли домик, и палатка пока что стоит, потому что сушится, а они уже переселились спать в домик. Ну, мы сразу приехали, я машину рядышком поставил, все перенес. Чем хорошо? Тут 100 метров до океана, но сегодня облачно. Мы уже выходили на океан, но очень большой ветер, очень большие волны. Мы немножко прошлись и вернулись в кемпинг и решили делать мангал. Там я сейчас разжигаю мангал и потом начнем готовить то, что мы купили. Так как в этих домиках есть холодильник, нам повезло тем, что если есть холодильник, мы по дороге заехали в большой супермаркет, и в супермаркете сразу закупились и продуктами, и мясом, и пивом, все, что хотите. Так, я включу, чтобы батарея заряжалась одновременно с трансляцией шла. Зарядка вот так. Я забыл подключить. Так что, народ, мы теперь будем снимать здесь. Ну, я имею в виду, свои видосики будем снимать здесь. Покажи, да? Да. Я почитаю, что вы пишете. Света тихонечко такой, ну не быстро двигайся, а так медленно. И покажешь домик. Можешь показать все, что вокруг. Меня все равно будет слышно. Так, с началом отпуска спасибо. Сергей спрашивает, комары ночью не тревожат? Пока не тревожат. Во-первых, на океане это большая редкость комары. Мухи, да, говорите, я все равно нет микрофона, тебя не слышно. Мухи, да, мухи тут появляются, но и мухи надоедают сильно, когда уже в феврале, когда они собираются дохнуть, они тогда кусаются. Сейчас они не кусаются. Света видела одного комара, но мы взяли с собой взяли с собой пшикалку для комаров и взяли такую таблетку, чтобы в розетку вставлять, там таблеточка, розетка и такая штука, которая, ну, как бы это самое, против комаров. Далеко ли от Буэнос-Айреса эта локация? Ну, где-то, ну, наверное, километров 400, 350. Дорога классная, ну, в общем, последних 10 улиц, 10 кварталов надо будет ехать по грунтовке. А так дорога все асфальт, и аж до самого городка, это Нуэва-Атлантис, сразу за Мар-де-Ляхо. Мы потом, когда уже приедем, или позже чуть напишем эту локацию здесь, может в описании под стримом, под видео. И, значит, с Буэнос-Айреса сюда можно доехать быстро, везде, в принципе, 120, то есть автописта, и все. То есть по дороге есть большие супермаркеты, где можно остановиться, так как и мы скупиться. Я купил мясо, свинину, Света купила говядину, купили пиво. Ну, в отпуск люди едут там, это самое. И все, что захотели, всяких вкусняшек, шоколадок там. И приехали сюда. Немножко размытые качества. Лучше нельзя никак, да? Нет, это же стрим. А интернет другой подключить никак, да? Это стрим, больше не стримит, чем 1080. Это 1080. Ютубовская программа вообще стримит на 720. Это не ютубовская, она лучше стримит. Ютубовская там вообще не видно было бы. Ладно. Ну, ты знаешь, по-моему, главное не ходить. Ну, так Вот и не сейчас ходи. наведу на тебя и хорошо.
Вот я же в этом и кажу. Так что Нати пишет, что прикольный домик. Да, домик прикольный. И будем это самое стримить и показывать. Когда в океане холодное, спрашивают. А, до меня еще не дошло это про воду тут. Ну, там выше, чем ты отвечал уже на комментарий. Так, что за деревья вокруг? Ну это ж кемпинг. Так что вот деревья. В основном эвкалипты и хвоевые. В основном. Ну еще кое-какие, я их не знаю, всех названий этих. Так, по-моему, надо на телефоне быстрее идут сообщения, чтобы читать. Или нет? Ну, я про воду вообще не видел ничего. Смотри, ночью комары не тревожат, а вверху есть с началом отпуска, а дальше есть вода в океане холодная, выше еще даже. А, еще выше. Выше, чем комары, да. Так, главное пиво, остальное не важно. Нет, ну как, смотрите, мы приехали здесь пожить немножко, ну, на сколько? До 22 числа. 22 числа мы поедем в сторону Мар-дель-Платы. Повстречаемся там с друзьями, по дороге еще кое с кем хотим повстречаться, потом я им напишу в комментариях, заехать кое-какие городки. Переночуем в Мар-дель-Плате, я так думаю, и 23 числа снова посмотрим кое-что, что нас интересует около Мар-дель-Платы, и поедем в Буэнос-Айрес. С расчетом того, чтобы 23 числа вечером поздно вернуться в Буэнос-Айрес. Таким образом, у нас будет 24 число приготовиться к рождественской ночи, так как у нас Рождество с 24 на 25. Ну и потом уже, ну как бы, начать свою деятельность. То есть у нас получается такой отдых. Вчера хоть и дождь был, мы, в принципе, планировали ехать вообще завтра, как бы в понедельник. Но потом прикинули, позвонили в кампинг, хозяин кампинга говорит, вы мне не мешаете, мне по барабану, если вы приедете и раньше, домик свободный для вас. Ну, мы прикинули, думаем, чего терять лишний день, даже если здесь будет непогода. Мы видели, что здесь будет вот до понедельника как бы такая непогода. Но прикинули, даже если будет непогода, мы же не в палатке в домике, соответственно, какая нам разница? Посидим, мангал поделаем, вечером птичек послушаем. Скажи, я пойду в мангал немножко готовить, а ты сядь поотвечай, если не поболтай. Не хочешь? Иди-ка со своим камерой, со своим стримом до мангала, бо мне надо на мангал. Я пойду и тебе понесу. Не надо, я и сам могу принести, если что. Вот тебе, если хочешь, компьютер оставлю. Не надо, значит, просто его. Хорошо, сейчас пойдем к мангалу, будем стримить и готовить немножко мангал. Все у нас будет как бы одновременно происходить. Как называется кампинг? Кампинг называется Нуэво Атлантис. Нуэво Атлантис. Это за Мар-дель-Ахо. Как бы оно получается и Нуэво Атлантис, и Мар-дель-Ахо. Ну, как бы эти прикрепленные друг к другу почти. Вот смотрите, идем на участок за домик, я там мангал делаю. Кампинг сюда можно приезжать с палатками, сюда можно приезжать, вот это, дом на колесах. Есть такие, вот это, видите, становитесь, хотите палатку, тут устанавливаете большие такие вот участки. Вот есть розетки, вон там синенькая розетка, то есть электричество, вот дальше тоже розетки, освещенный весь кампинг. Вот они поделали такие столики, ну вы потом свои, эти пеньки покрасили, такие, когда деревья режут, и это готовится для этого. И мангалы, вот я как раз этим мангалом здесь сейчас, в принципе, как бы и занимаюсь. То есть я здесь не стал покупать угли, потому что тут этих дров просто немерено. Вот все, что режут здесь, это все дрова. Соответственно, зачем мне столько углей? Я буду вот здесь жечь сбоку. Вот. А сюда уже надо подкидывать то, что пожгли, разбивать. И чтобы прогревать решетку. И таким образом начинать уже немножко готовить мясо. Будем отсюда выгребать, разбивать. Топором ее, что ли, разбивать. И опускать, одним словом, начинать уже
Потому что день такой. Пошли на океан. Ветрено очень. Сегодня ветрено. Соответственно, удочку не забросишь. А я ж хочу там рыбачить, все такое. Ну и думаем, хорошо. Раз не рыбалка, значит получится сегодня. Так, как ее так перебить, чтобы и себя тут ничем не грохнуть. И это, чтобы еще горело. Опускаем эту решетку, начнет прогорит. И начнем ее. Так, она что-то заклинила. О, пускай прогорает. Мне надо, чтобы это тоже горело. Надо еще что-то сюда накидать. О, нормальная температура. Кажется, нет, но нормальная. Так что, народ, кто хочет в Аргентине в отпуск и хочет именно кампинг, это такой спокойный кампинг, скажем, охраняемый кампинг. В сезон здесь даже полицейские еще на входе дежурят, на входе в кампинг. То есть просто так тут никто ничего. Я не слышал, мы лет 10 сюда ездим, я не слышал, чтобы кто-то кого-то тут обчистил, палатки что-то повытаскивал. Еще я, во всяком случае, таких случаев не слышал. Вот. За этим следят. Камеры есть, камеры, которые смотрят, записывают все движение. Но дело в том, что камеры не на участки, а на такие основные, типа на одни ворота, на вторые ворота, на двери входы в туалетов. Очень довольно... Чем мне еще тут нравится кемпинг, тем, что поднять немножко. Я сама. Нет, поднять треногу, она не полностью поднятая. Я подыму. Чем мне еще нравится кемпинг, тем, что тут 24 часа в сутки как бы около туалетов стоит убиральщик. И ночью, хоть в 3 часа ночи, хоть когда заходите, уходите и сразу убирают в туалете. Это вот редко найдешь кампинг, в котором прямо все время кто-то убирает. Так что сейчас я палки подкину. Пойду. Ты со мной постоянно не води ее, опускай на кострик. Да, пойди. Да, на, вот микрофон, почитай комментарий, я пойду принесу щетки, мне надо, чтобы чистить. Я думала, ты будешь отвечать, я тебе буду читать. Я принесу щетку. Какую? И, ну, вот я принесу, на. А я одену другой. Так, мне дали микрофон. Да, сейчас Света с вами, а я пойду. Только быстрее, Лень. Ой, сейчас Леня придет и вам поотвечает на все ваши комментарии. Про машину вам ответит. Город Бересатеги далеко от Буэнос-Айреса? Не, недалеко. Ну, на машине сколько? Смотря как загружена дорога. Минут 25. Смотря от какого района, да. Думаю, километров 30, я так думаю. Привет из Запорожья. Привет вам огромный. Главное, отдых, погода не важно. Да, так и есть. Леонид, приветствую. Так, сейчас. Ты не куришь? Нет, не курит. Так, а ну-ка. Меня видно будет? У меня что-то стрим закрылся. Комментарии почитать. Так. Леонид, приветствую, ты сиги. Так, ладно, добрый день. Подскажите, сколько стоят одни сутки на 2 человек со своей палаткой? Это надо зайти на страничку на их и посмотреть. Леня говорил так, чем мясо запивать будете? Всем самым вкусным. Есть ли в океане акулы? Есть. Так, я бы решетку повыше поставил, очень близко до углей. Но она так и есть. Решетку там не поставишь выше или ниже, она как бы стационарная. Так, интересно, стрим идет или нет? Что-то у меня как-то все подвисло. Вот появляется. Скажите, у вас стрим показывает хорошо, пожалуйста? Осада готовим. Да. Не пойму, что-то как-то у меня застряет. Ну,
Ничего не застряет, успокойся, все будет хорошо. Так. Тебе буду... Ну, меня как-то вот... У тебя, потому что у тебя Wi-Fi вот тот. Я поняла. Так, ребята, у меня есть второй микрофон. Смотрите, сразу, как говорят, почти рекламная пауза. Благодарим Андрея, нашего подписчика и товарища. Он как только в Аргентину подъехал, он сразу мне занес чемоданчик. Вот, так что Подарок. учитесь у толковых людей. Приезжаете к дяде Лене, заносите чемоданчик. Видите, это его подарочек. Мы им пользуемся, показываю. Что в чемоданчику? А ну-ка угадаем, доллары или слитки с золотом? Ну, это уже я приложил сюда. Сюда поднеси поближе, я опущу камеру чуть-чуть. Вот так, смотри. Набор для мангала. Угу. Видите, вот мы ими будем пользоваться. Теперь... А? Так что вот. С чемоданчиками надо подъезжать. Да. А я беру рукавицу, беру щетку железную и начинаю чистить вот там все. Хозяйство. Кстати, тут у меня еще что-то валяется. Оно разогревается, раскаляется, это Парижа. Мы и так делаем себе в Аргентине, видите? Так как они, раскаляем их и начинаем такими железными щетками вычищать полностью раскаленную. Вон она, какой дым сразу с нее, жир этот старый. Люди всё. пишут, что решетка очень низко, надо выше. Ну, у меня там почти нет углей. Сейчас мы разберемся. Выше я сейчас не могу ее поставить. Максимум, что я Она могу придумать, у меня есть этот самый кирпич я принес. И я могу подложить кирпичик. И будет одна часть ниже, одна часть выше. Типа вот. И буду смотреть, на какую, куда, чего подтягивать. Не, пока не. Так, что-то тут не хочет гореть в этом. Туда каких-то палочек побольше, потому что оно тут должно гореть у меня. Разогреваемся. Сейчас я еще палок наищу. Там должно гореть, иначе будет плохо. Голуби вот летают, кому надо смаженные голуби, тоже можно делать. Лисы бегают в этом кампинге. Я уже за 2 дня два раза ее видел, эту лису. Сейчас разожжем. Чтобы здесь вот шел тоже хорошо огонь горел. Чтобы туда забирать потом жар. Спрашивают за цены. Ты знаешь? Нет, цены я не знаю. Но можно найти Nuevo Atlantis, я думаю, или в Фейсбуке. И там у них есть такое Precious. Скажем честно, в этот раз нас пригласили пожить. Не пригласили, а я спросил, какая цена. А он говорит, ты мне столько уже рекламы сделал, говорит, мне столько клиентов приехало, что мы тебя должны отблагодарить. Так что приезжай и поживи бесплатно. Потому я не стал особо упираться и приехал пожить бесплатно. Да, надо звонить по телефону и спрашивать цены. Я вот сейчас хотела сайт их не открыть, но у меня что-то здесь не очень... Не могу найти их цены. Я говорю, не могу найти цены. На их страничке нет, раньше были. Нету там тарифов? Ну, я не вижу. Да, сейчас еще, может, я не ту страничку открыла. Сейчас я еще посмотрю тут. Сколько? Спрашивали от города сколько? 380, да, километров от Буэнос-Айреса. Глянь. Не слышит. Лень, от Буэнос-Айреса сколько? 380? Да, где-то так. Ну, до 400. Тут 350, там до 400 точно не скажу, прямо километр в километр, но не больше.
от океана 100 метров. Потом мы сделаем следующие стримы с океана. Я сегодня смотрел, сигнал был хороший. И когда будет нормальная пляжная погода, мы возьмем зонтик, пляж, оденемся по пляжному, пойдем, и я там тоже включу стрим, и будем. Сейчас не будем с этим стримом бегать по всему кампингу, а вот потом, ну, в смысле, потом пойдем на океан, и на океане сделаем отдельно. Люди, ставьте, пожалуйста, нам лайки. Вот, смотри. Продвигайте наши трансляции. А? Ставьте нам лайки, продвигайте наши трансляции. Конечно, обязательно. У нас сегодня, как он, стрим для настроения. Ну да, для настроиться себя на этот самый, на отпуск, на вот мысли. Да просто Настроить. отдохнуть немножко. Не то, отпуск, 10 дней это не отпуск, это месяц. Вот это отпуск, отпустили тебя. Захочем, сделаем Ты сам месяц. себя отпустил. Захочем, сделаем месяц. Мы сами себя отпускаем. Да, сам себя. Нам ни у кого разрешения спрашивать не надо. Захочем, будем месяц торчать. Так, я сяду на пенек. Тут, посижу. Хочу же найти цены, но никак не могу. Сейчас, если Света найдет вам цены, то скажет и цены. А я пойду уже за этими, за мясом. Потому что стримы это хорошо, а мясо тоже неплохо. Да. Чем запивать мясо будете, спрашивает. Ну, или красным органическим вином, или пивом. Все, ну, сегодня не очень жарко, так что вполне возможно, что красным органическим вином. Не, Ленечка, ты сегодня позавтракал бутылочкой пива. Не, сначала ты позавтракал кофе, потом у тебя был второй завтрак, баночка пива, поэтому мы сегодня продолжим с пивом. Хорошо, значит будем запивать мясо пивом. Мы не будем мешать. Так, я пошел за мясом. Давай. Это Так, убираем. по рюмашке и стрим пройдет весело, по опыту знаю. Но мы на стримах не пьем. Да, у нас О, сухой Ленечка, закон на тут стримах. много вопросов, так что давай, приходи. Ну побыстрее. да, конечно, а как же. Сейчас, Так, ну вот в сутки сколько будет стоить, я никак еще не могу найти. Сколько городов-миллионников в Аргентине? Без понятия. Мар-дель-Плата, наверное, Росарио, Кордова, Мендоса, Барилоче. Но это надо смотреть в Гугле. Открывайте в Гугле, пишите города-миллионники или еще лучше. Всем советую чат GPT. Спрашивайте, сколько городов-миллионников в Аргентине. Сейчас мы напишем. Сколько городов-миллионников в Аргентине. И все можно узнать. Нам как бы такие, ну, вопросы не очень были интересны. Так, в Аргентине на сегодняшний день 4 города. Смотрите, вот чат GPT. Сколько городов-миллионников, я спросила. Вот он пишет. Население более миллиона. Буэнос-Айрес, Кордова, 1,5 миллиона. Ой. Так, Росарио, Мендоса. Ну вот пишет, эти города, вот. 4 города. Я людей учу, как это, Правильно. пользоваться чат GPT. ну, учи их технологиям. За секунду все, Так, все смотрим. узнаете. Вот такое я буду себе делать. Это называется чулета де хамон. Свинина. Вот, свинина, да, это задняя нога, порезанная так, раз. И стоит 3464 песо, грубо выражаясь, это $30, да? Я не знаю. Ну, да. 3000. Я хочу тебя на видео трошки снять. Доллар 1000? Подстой, сколько это получается? 3 Сколько доллара, ты что ли? снял? 4 доллара? Ну, доллар 1100 сейчас. Да, $1100. Ну, в общем, килограмм у нее 3300 Ну вот. за килограмм. Разрезаем этот кулек, и это все типа на мангал пускай растаивает. Оно немножко подмороженное, мы не сильно как бы этот самый с ним возились. Ну вот, где-то так. Пока растает, пока то все, пускай. Так, нет, мы сюда положим потом, вот сюда где-то
Вот там очень у меня получится жарко. Да, жарко. Вот здесь пускай, пока для начала. И Света себе взяла вот такие кусочки. Это мне на 2 раза будет. Да. На 2 дня. Это Света себе взяла такие кусочки. Она не любит свинину, она ее просто не кушает. Так что Света получает говядину. Тоже мы ее разрезаем и тоже туда. Сюда мне улыбочку сделай. Спасибо, я видела. Это улыбочка или оскал получился? Еще по чуть-чуть. А подожди, я хочу мясом заняться, а не твоими улыбочками. Так, 2 кусочка мяса. Оба. Оба. И оба. Вот. Еще у меня есть кровянка. Я вчера ее немножко порезал тики-тики-тики. Лука, поджарил лука. И у меня стрим с этого телефона. Я знаю, но я видео снимаю для Ну, влога. отлично. А Так я ближе стрим подойди, веду. чтобы было слышно. А я стрим веду. Ничего. Вот. А еще у меня есть кровянка. И вот эту кровянку вчера я порезал. И этот самый поджарил с луком. И получилось вообще тоже очень вкусно. Меня там хоть видно, по-моему, камера Да. вообще меня не видит. Ну, видно. Да? Ну хорошо, тогда ладно. Раз видно. Так, теперь мне надо пойти руки помыть. Я не буду Чуточку таким тебя грязным. отодвину. Да не надо меня двигать, я руки пойду помою. Так что, народ, приезжаем в кампинг. Очень нормально. Сюда, кстати, пару раз уже, мы встречали наших. Когда-то здесь даже с русского посольства приезжали подписчики мои отдыхать. Когда-то и другие встречали, как-то мы путешественников встречали, которые по Аргентине путешествовали, мы их тут встретили, которые на велосипедах катаются часто по Аргентине. Ребята тоже с ними здесь познакомились. То есть периодически здесь бывает. Здесь я видел один раз немцев, которые путешествуют по Латинской Америке на таком здоровом этом самом дом на колесах. Так, что там спрашивают? Я взял Давай. Садись на пенек и будешь отвечать. Да, садись на пенек, съешь пирожок. Так, сейчас. Как машина? Что-то чинил в последнее время? Машина? Угу. Да, чинил этот самый. Последнее время поменяли, я не знаю, как она называется, по-нашему называется Cuerpo de Mariposa, где примешивает воздух к бензину и заходит это самое. И она перегазовки делала. Делала перегазовки, сказали, что надо почистить заслонку и пропадут. Но нам почистили эту заслонку, она 2 раза, и она не пропадала. Поменяли весь этот, в общем, штуку. Ну, теперь вроде все пропало, типа работает хорошо. И еще ездил вот к нашим мастерскую, Володе, а он там мне делал резину менял, на которую мотор опирается. Вот за уже больше 10 лет практически машина. Ну вот эту резинку немного раздолбал, и был грохот такой, что передавался на кузов. Поменял, и все пропало. Пока что на данный момент. Ну а так делаю сервис, который положено. Допустим, там 50 тысяч прошла, надо менять там ремни, надо менять вот что надо. Типа, что в книжке написано, что... И каждые 10 тысяч, в принципе, или 12 тысяч делаю замену масла, замену фильтров. Вот эти вот дела делаю. Ну а из таких ремонтов нет. Ну вот это поменяли, может еще какой-то фион. Аргентина большая страна? Очень большая страна. От Буэнос-Айреса так, я, конечно, не картограф, чтобы точно сказать, но от Буэнос-Айреса, если взять вниз, получишь где-то 3500 километров до окончания Аргентины. Если взять вверх, получишь где-то около 3000 километров до окончания Аргентины от Буэнос-Айреса. То есть протяженность получится около 6000. Если взять в сторону Чили, то есть как бы вот от океана до Чили, получим где-то тоже около 2000 километров. То есть практически большая, если так по моим таким
при Ну, пропадским слушайте, от этим ледников сегодня в Аргентине у одних людей может быть, к примеру, снегом, там других минус жарище. 10, а у других Плюс людей, 50. аргентинцев, может быть, ну, не 50, но Да под 40. 50, ну, всякие Ну, катамарки одна- там и все, да, 40-45. Я говорю, минус 20, например, то Да. есть минус 10 в Усуаи, а вверху там 30 градусов Да. тепла. С одной стороны океан, с другой стороны горы от Анды. Так что, конечно, большущая. Так, вас очень хорошо видно и слышно. Можно камни плоские подложить под решетку. Ну, нам не надо. Ну, я принес он парочку этих, но посмотрим. У меня так не так много там жара, чтобы сильно приподнимать. Нормально, Если Лёнь. вдруг будет что-то не так, подложу. Пока что вроде бы как. Вот тут будем это, а тут будем жар подкидывать. А здесь будем его добывать, этот жар, на этих палочках, чтобы так как бы. Вроде пока вроде бы все хорошо. Где производят чудо-ножи? Покажи, пожалуйста, эту. Мы сделаем рекламу, кому интересно. Сейчас, про какие Бесплатно. чудо-ножи? А? Про какие чудо-ножи? Ну, вот эти, которые ты показал. А, так это же Андрей привез. Ну, Лень, ну возьми, там он реклама Щас, сверху, щас, смотри, щас. покажи. Сейчас. Вот сюда поставить, я скажу. Вот. Написано Германия. Выше. Все, теперь это вот такая, видите? Все. Все. Так что не забывайте, Чемоданчики приезжаем с чемоданчиком. Чемоданчики, Заносим. Туда можно положить, что хотите. Ну, кроме, конечно, там запрещенных веществ. чемоданчики двойное дно, золото там внизу. Да, может быть. Я, правда, не ковырял. Так, чистить луком можно или картошкой сырой. Тоже можно. Ну, решетки имеется в виду. Что готовите? Мясо. Мясо Уже на показали, мангале. да? Как думаете, из Аргентины могут начать депортировать украинцев, у которых гуманитарная защита на 3 года, как это сейчас хотят начать делать в Германии, у которых временная защита? Нет, не могут. Во-первых, тут никогда никого просто так, вот просто, не депортировали. Во-вторых, эта программа, которая для украинцев на 3 года, она с правом, если он хочет остаться, стать гражданином Аргентины и остаться навсегда. И пока что там ничего в правилах не меняли. Другой вопрос, что почему сюда мало едут, а едут в Европу, потому что там есть какая-то социальная помощь, там что-то платят, какие-то там... А здесь ничего. Здесь вот документы, да, а все остальное, за что ты будешь жить, никого не колупая. Сам думай, как ты будешь жить, за что ты, где ты будешь снимать и все остальное. Никакой вот этой помогаторов, ну как бы, которые что-то дают, нету. Потому это как бы и далеко. Но зато если документы вот украинцы получают на 3 Зато года, 100% тебя назад на Украину никто, не заберет. тебя никуда не не вышлет, выгонит, и и никто. ты захочешь стать аргентинцем, ты просто И я тоже станешь думаю, это аргентинцем. касается и Аргентины, и Парагвая, и Уругвая, Да, и да, Бразилии, да. Чили, вот Это- этих всех это стран, вообще никто вас не другая. вышлет. Тут нет той помощи, из-за которой там, чтобы люди обижались, говорили, не, за наши налоги их там содержат. Ну, никто Не, просто никого не сейчас, содержит. Леня, ты просто, может, не в теме. Сейчас ходят слухи о том, что из Германии, из других стран Пошлют обратно? Union Европея, да, и могут не то, что послать обратно, им могут просто прекратить эту программу, во-первых, перестать принимать, а во-вторых, Ну, здесь- если тебе все прекращают, то у тебя какой выход? Ну, в да. Аргентину лететь. Ну, здесь такого нет, во всяком случае. Чего углей не купил? Ну, вот пожалел. Смотрите, Сидеть, сколько дров здесь. Зачем? сидеть в лесу и купить углей. Ну, Смотрите. это, как это, знаете, сидеть на речке около рыбалки и пойти в магазине Вот рыбу смотрите, купить. здесь таких дров Нахрена мне те специально угли? ж все чистится. Вот, глянь. Вот ломоть дров. Он такой же самый. Вон дальше такой же самый. Вот дрова сзади. Вон стопка дров. Так, подожди, потому что это стрим, я не буду быстро, ты Да, быстро не да. бегай. Пошли Зачем назад. мне эти угли, если тут все завалено дровами? Да. Дрова специально для нас, для таких, как мы. Да, мы не спешим вообще, чтобы типа быстро там приготовить или еще что-нибудь. Зачем оно мне? Соответственно, мне эти А ну угли, сядь, я на тебя наведу, чтобы было хорошо. мне эти угли ни к чему. Вот, нормально. Так, дальше. Ядовитых тварей нет, как в Австралии. Ну Есть. как, есть ядовитые твари, но может не столько, как в Австралии, но, честно говоря, здесь никто их не считает. Я вот этого выражения, есть и ядовитые твари. Я ни от одного аргентинца в жизни не услышал такого выражения. Ну, скажут звери, там еще что-нибудь, что-то прямо твари. Здесь любят животных. Вот, допустим, там идешь, написаны таблички даже в заповедниках, допустим, не тревожьте змей, там жакара живет, вот эта вот гремучая змея, которая там. Не тревожьте ее, да и все. Причем там их никто не убивает. Или идешь, и тебе инструкции, что если вы увидите пуму,
ну, если вы увидите пуму там в заповеднике, то как там руки поднять, поорать, ну, в смысле отпугнуть Ленечка, её? это просто когда говорят, вот мы ели там морских гадов. Но они просто не гады, просто такое выражение. Такие говорят, Ну, не ядовитые знаю, твари. я таких глупостей не слышал. Смотрите, Аргентина очень большая. И, конечно, ядовитых тварей или животных есть очень много. Змей Аура, много. если вы спрашиваете, бегают ли ядовитые твари по Буэнос-Айресу, то нет. Бегают ли ядовитые вещи здесь, где мы живем, в Ну, здесь кампинге, лиса мы не бегает. видели. Мы видели лису. Да, она вот подойдет на домики, посмотрит, спрячется. Это во многих кампингах, кстати, есть. На дорогах, чтобы такое, вараны, когда потопы идут, можно увидеть, там варан какой-то перебегает. Есть пумы, и есть эти самые всякие дикие кошки, есть змей очень много, змей много в Аргентине, крокодилы есть в Аргентине, ну из такого как бы. Люди, опасного. ставьте лайки, пожалуйста. Настолько 30 человек, нас должно быть больше. И там сердечки тоже поставьте, какие-нибудь салютики. Там есть такие. Потыкайте пальчиком, пожалуйста, по экрану. И нам очень поможет продвинуть наш стрим. Спасибо. Можно ли получить гуманитарную защиту на 3 года для украинцев без справки о несудимости из Украины? Не знаю. Надо Там обращаться куда там? Не знаю, просто, ну как вот именно В иммиграционные справки, это без справки, не знаю. То, что этот самый закон для принятия украинцев есть, но вот какие там, нужна ли справка о несудимости или нет, этого я не знаю. Да, ми не знаємо. Привіт, прекрасні люди, миру та неба голубого, щастя, молодці. Большое спасибо, Нина. На Новый год что-нибудь покажете интересного? А как же? Посмотрим. Если- Доживем. Если будет интересно, то будем показывать. Пока мы вам сейчас интересное мясо показываем. По рюмашке стрим пойдет весело, по опыту знает. Так, Бацаем. покажи рыбалку на океане. Ну вот пойдем рыбачить. Сегодня океан очень шумный, ну в смысле этот самый. Сегодня волны очень большие, закинуть и не улежит приманка, потому я сегодня не пошел. Но пойду обязательно, взял 2 удочки для рыбалки на океане и будем показывать. Я сегодня посмотрел, оттуда тоже пойдет стрим. Ну я имею в виду. Кто-то что-то слышал про Парагвай? Перспективное направление для переезда или жизни? Ну, для переезда, жизни. На любителя, я думаю. На любителя, да. Парагвай все-таки тоже очень своеобразная Латинская Америка, страна. она разная вся, и она не такая, как люди могут ее представлять. Здесь надо приехать, пожить хотя бы полгода, хотя бы. Потому что для всех людей, для кого-то, знаете, может быть, ой, как классно, а кто-то скажет, а фу, я бы здесь не жил. Поэтому, Ты меня слышишь, Лень? Да, конечно. Как хозяин кемпинга узнал, что приток людей – это от тебя? Ну, они звонят и говорят. А как вы думаете, узнают люди? Во-первых, мы фильмы снимаем на YouTube. Да. Очень много мы фильмов снимали про кампинг. А во-вторых, конечно, они приезжают и говорят, мы видели, тут Леон был Да. такой. У меня такой был случай. Всегда тут мы приезжаем, все люди тебя В другом, знают. в другом Я уберу кампинге. вот это, Лёнь, Да, потому в что оно Энтре- шуршит. в Энтре-Риосе, к примеру. Мы приезжали, мы снимали фильмы, что мы, ну, как мы день проводим в кампинге, и ставили. Вот, я там рыбачил, рыбаки узнавали, ехали. А хозяину мы не говорили, что мы фильмы снимаем там или еще что-нибудь, никогда не говорили. И всегда приезжали, просто платили, проводили день, делали свои дела, так сказать, отдыхали, снимали видео. И потом где-то, наверное, с полгода прошло. И где-то через полгода я приехал, а он такой говорит, это ты, Леон? Типа, я говорю, да. Блин, я, говорит, все время хотел как бы вот узнать, ну, увидеть тебя, потому что, говорит, мне звонят в кампинг и говорят, что типа тут был Леон, и мы хотим теперь, ну, типа тут порыбачить, на то место пойти, где он именно был, там стоять, там рыбу ловить, там палатки поставить. И он говорит, я не мог понять, о ком они говорят. Потом они мне показали, говорит, в Ютубе. Я тебя теперь в Ютубе увидел. И он начал рассказывать. Он сам бывший комбатанте де Мальвинас. То есть это бывший, ну, ветеран войны на Мальвинах за Фольклендские острова. И вот он купил кампинг в Энтре-Риосе на речке. И вот он начал мне рассказывать, говорит, у нас кампинг практически, говорит, загибался. Мы не знали, что делать уже. И потом, говорит, после твоих видео к нам, говорит, народ начал ехать так, что мы, говорит, благодаря тебе, типа, ну, как бы ты спас наш бизнес. И вот мы, когда были последний раз, он уже в шутку говорил,
Я, говорит, тут стульчик поставлю такой, говорит, большой деревянный на этом месте, где ты рыбачишь, и напишу, что это, каже, типа Сижа де Леон, ну, типа стульчик, где Леон рыбу ловит. Бо они все приходят и все говорят, а на каком месте он, говорит, ловит рыбу все время. Так что здесь люди, в принципе, за такие вещи довольно благодарны. Так же, как мы ездили с Иваном, с моим товарищем, один раз поехали в рыбалку по провинциям, вот Мила, ну, многие, кто видит мои видео, он знает, Иван, Мила, девочка его, вот мы ездим периодически на рыбалки и типа тоже. Поехали в совсем другой город, где мы были первый раз, в этом городе Конкордия. И он поехал с Милой в отель, поселился, а я нашел Кабанес. Кабанес это вот такие домики. Комплеко де Кабанес, где такие деревянные домики. И просто там снял этот домик. Я не спрашивал там ничего. А потом, когда я там пожил 2 дня, я сделал видео про эти домики. Рассказал, как там классно, типа в этих домиках, как там удобно, какие они из себя и все такое. И что вы думаете? Мы приехали с поездки, я опубликовал эти видео где-то через несколько недель. По Фейсбуку со мной соединилась женщина, которая нашла меня через видео, через Фейсбук. Вот, написала, что она хозяйка этих вот домиков, этого комплекса, всех этих. И говорит, ты так помог нашей семье, ты, говорит, теперь люди звонят, едут и все, что, говорит, мы хотим вас пригласить с семьей, что если вы вдруг, говорит, хотите Сиди, я приехать, просто то, покажу мясо. типа, приезжайте, поживите у нас, ну, в наших домиках. И мы уже со Светой ездили и жили, там термальные бассейны, все, и нас с удовольствием там приняли, дали домик. И мы там хорошо пожили. Да мне подкинуть просто дрова. Я просто пошла мясо показала, чтобы не все время тебя показывать. Ну да не показывай меня, показывай мясо. Ладно, пока Леня ходит, люди спрашивают, какое пиво. Вот такое. Я принесла из холодильника, сейчас показать вам. Это Рубия, ну, белое пиво, обычное, вот такое Ла Мендосина. И вот такое пиво, черное. Вы думаете, что нет, а на самом деле такая реклама очень сильно помогает бизнесу. Лень, подожди, я же разговариваю. так то мы я ж не сейчас, видел. я же думала, ты ушел и ушел. И уходи. Так, вот 5,3 алкоголь, вот такое пиво. Вот таких мы взяли, короче. Реклама пива. Ну все, теперь, Все, рассказывай. ну все, теперь надеемся, что после того, как она вам пиво показала, что фабрика этого пива, она вспомнит и пришлет мне на, это самое, на распаковку пару ящиков пива. Да. Ладно, ты рассказывал, я тебя перебила. Просто Да ты- не, уже все, я же рассказал. Я думала, ты просто сиди, рассказывай, как рассказы свои. А я показываю людям мясо, показываю за твоим рассказом, чтобы не понял. все время на тебя смотрели. Хорошо. Я понял. Все. ты А ж я не в под этом, не в дровишек театре. подброшу, потому что наше мясо не У нас жарится. же стрим, как он называется? Слышь? Наше, Обычная жизнь. наше мясо не жарится, дров мало. Надо- Дров мало, а чё ж ты так? Ну вот так, ну ничего, зато растает. Так, сгорит сеньор. Леня говорит, что наоборот. Мало у него там этих угольков, и мясо не жарится. Так, решетку надо выше. Снаружи горит, а внутри не прожарится. Прожарится оно очень тоненько, оно 1,5 сантиметра. Да, дожарится, куда оно А денется? где шампиньоны? Шампиньонов нету. Леонид, в свои годы в очень хорошей форме. Спортом занимаешься? Да. Покажи людям свою мышцу. Давайте будем рекламу делать спортивному спортзалу. Смотрите. О. А Я чё, нет, сейчас, я сейчас не хочу показывать, как у меня здесь мышцы работают. спина у тебя подтянулась. Да, спина подтянулась, ушли вот эти вот фиговины. Мы с Леней таскаю вдвоем штангу. ходим. Я, кстати, тоже хожу, но у меня не уходит. У меня ничего не уходит. Но зато пока и не приходит. Но хотя бы перестала приходить. Ничего не уходит, девочки, Я- мальчики. Я Но занимаюсь штангами. мы занимаемся вдвоем. в спортзале уже года 1,5. Мы ходим по 2-3, когда 4, когда как получится раза в спортзал. Мы оплачиваем его постоянно, то есть можно ходить там, хоть жить в этом Ну, спортзале, абонемент, сколько да. влезет, абонемент как бы оплаченный на период. И да, мы ходим, и да, я там занимаюсь час-полтора, когда как, насколько сил хватает. И силовыми, и на ноги, и ходьба. Ну, много и силовыми. Потому что надо, как говорят, быть в форме, иначе нафиг не надо. Молодая жена, а ты не в форме, у тебя все висит. Чао. а я. Вот. Ну, а тебе теперь за мной подтягиваться надо. Отстань.
Мы не прибавляем, и хорошо. Да, так, я свое пиво открываю. Подожди, я буду тебе читать комментарий. Читай как. Мы же говорили, что мы не пьем в эфире. А я перелью в эту кружечку. Ладно, сегодня суббота. Нет, там у тебя была Кока-Кола. Ну и что? Не, чтобы люди не думали, что ты там что-то пил. Я за тобой слежу, чтобы ты ничего не придумывал здесь. Так. Подушки, мотора, так. Когда в Израиле планы есть, в Израиль мы не собираемся вроде. Ты собираешься в Израиль? Нет. Если вышлите нам на билет, на проезд, Да, на переезд, сейчас на жилье и все такое, $5000, мы приедем. Если нас пригласят за свой счет, то, конечно, мы Ну и то скатаемся. пока не сейчас. Пока там обстановка в Израиле, ну как бы не очень. О, сейчас стрим пойдет веселее. Хамон сгорит, не сгорит. Не сгорит. Я Все уже это смотрю за эвкалипт. ним. Хамон вкусный или сало, спрашивает? Нет, вкусный. Нет, говорят так, хамон вкусный или сало? Наверное, что бы ты выбрал, хамон вкусный или сало? Не, ну я бы выбрал, честно говоря, хамон. Я сало люблю, но хамон, он такой как бы жирненький. В нем есть и та часть. Ну, в смысле такой. И хамон мне больше нравится. Какие районы Буэнос-Айреса вы бы порекомендовали, чтобы было недорого арендовать и не опасный район? Я вам скажу так. Для каждого дорого или недорого – это разные вещи. Если вы турист, для вас будет все дорого, пока вы не станете резидентом, когда вы сможете уже там гарантию предоставить и все такое. Районы недорогие, более-менее, это Виша-Уркиса, Виша-Уртусар, Нунес, может быть, да, но хотя как бы уже дороговато. Риколета, Палермо, в зависимости тоже. Бельграно дороговатый район, мы в Бельграно живем дороговато, но тоже, ну заплатите на $100-150 больше, будете жить в лучшем районе. Леня, ты какие районы порекомендуешь? Я вот знаю, какие районы не надо туда ехать. Это Конституцион, это Виша, как она, я тебе говорила недавно, Лень. Ну, вижу всевозможные, Не-не-не, скажем так. но есть Виша Уртусар, это хороший район, не всевозможные Да, Я вещи. имею в виду вижу. Виша ла... Поговори, пока я вспомню. Вижа Люгано. Не рыпаться. То есть, если все, что дешево, это все не очень хорошо, я вам скажу. Если вы хотите ехать в город Буэнос-Айрес и жить недорого, то это у вас попервам не получится. Даже мы вот живем, и то нам дорого. Здесь все дорого. Смотрите, я вот сегодня Особенно смотрю. сейчас при этой экономике. Я вам скажу так, цены на продукты, ну вот просто мы сегодня видели ролик, да, люди показывали покупку в Испании, да, что они там накупили, мы здесь такое не покупаем. И спаржа, и черные помидоры, и хамон, там 5-10, они потратили Сыры 100 евро. всевозможные, Сыры, да. там, сыр с трюфелем, без трюфеля, все такое. Они потратили $100 евро, извините, 100 Мы евро. заехали вчера, купили, наверное, половину меньше, потратили 170. Мы потратили, да, 107, мы ничего не купили. Здесь цены раза в 2, с 2,5 Дороже, чем на в некоторые Европе. продукты дороже, чем в Европе, да. Поэтому страна А дорогая. зарплаты, наоборот, в 3,5 раза дешевле, чем в Европе. То есть здесь вы должны, скажем так, надо иметь машину, чтобы ездить на базар, покупать вещи подешевле, на рынке, на всякие, на оптовые рынки. Надо иметь квартиру, куда все это складывать. Надо иметь документы аргентинские, чтобы снять квартиру, которая подешевле. Новые правила сразу же про это подскажу. 16 декабря наша новая налоговая инспекция, АРКа теперь называется, может заносить список неблагонадежных типа работников аргентинских, то есть и блокировать им КВИД, то есть это Карточки. налоговый номер. Да, Она будет блокировать налоговый номер. Допустим, вы там не платите налоги, или вы там, они нашли, что вы замываете, то есть деньги у вас в банк поступают, а вы счета не выписываете. То есть у вас черный список, скажем так, заносят И блокируют и блокируют ваш налоговый номер. КВИД у нас называется этот номер. После чего Центральный банк уже издал постановление, кто будет там в черном списке, ему будет заблокировано пользование там карточками кредитными, дебетными и всякие перечисления междубанковские. Соответственно, вы сразу и все, вы в черном списке, вы фиг что сделаете. Соответственно, я не знаю, как это будет касаться вообще вот типа тех, которые нелегалами здесь живут, как бы им то не поблокировали то ли что-нибудь там банковские карточки, Да. все вот эти, перечисления между банками.
Потому что это новое правило. Пока что оно объяснили, как это будет Вы работать покупаете с свое аргентинцами. жилье, вы должны Да. потом Откуда будете... бабки? Откуда деньги у вас? Ага, вы там где-то скрипты, это не катит. Надо как-то их это все... Налоги заплатить. Да. Ну, в общем, В общем, Так. есть теперь всякие такие штучки, которые могут войти в такую систему, что не просто ты приехал, а я деньги имею и буду туда-сюда тратить, нет. ага, фиг Вас там. в какой-то момент спросят, а как и что и где. Такс. Как в Аргентине проводят новогоднюю ночь? В городе есть гуляния, салюты, какие новогодние традиции есть? В городе нет особых гуляний, салютов. Я знаю Пуэнте де Мухер, в Пуэрто-Мадейро, район такой, там люди собираются на новогоднюю ночь. Не знаю, может быть, сейчас будут собираться возле обелиска, там как бы установили такие Да, немножко. в этот раз там покруче Но в сделали. основной своей массе люди проводят Новый год с друзьями, с семьей. В основном с друзьями, потому что с семьей проводят Рождество. Ну и с семьей тоже, да? Ну, в общем, А я дальше- не видел таких массовых этих привычек Нету. и этих елок. Салюты у нас запретили недавно, совсем как бы несколько лет назад. Раньше было салютов очень много. Потом они стали очень дорогие. У людей, извините, надо Не, ну накрыть. их запретили не из-за того, что они стали дорогими. Не, Их запретили из-за я того, говорю, что... у них запретили, плюс они как бы дорогие, люди Да. ими... Их запретили от того, что, говорит, дети всякие вот эти аутисты потом пугаются собаки, животные, скавчат от этих всяких И не салютов. только. И травмы потом Очень много постоянные. травм. А тому глаз выбило, тому еще какую-то фигню. В общем, на этой почве уже давно запретили. И знаете, вот как-то и не страдаем, блин. Да, нет. Что вот тут вот никто не грохочет и не пуляет. Честное слово, тишина как-то, вот не страдаю я от того, что здесь нету салюта. Вот В основном этих с друзьями фейерверков. собираются или с Да. родственниками, вот такое. Так, на сколько лет лучше подписывать контракт на аренду жилья? Требует ли предоплату на 6-12 месяцев? Это смотря в каком вы статусе. Если вы в статусе резидента, у вас есть, например, постоянное место жительства или у вас есть гражданство, то вы подписываете контракт 2-3 на года. на 2-3 года, в зависимости, как хозяин И захочет. никаких оплаты наперед столько, нет. Вы там за подписание контракта платите, там гарантия, ну вот эти все дела. И потом максимум на месяц вперед проплачиваете и все. Но Депозит на месяц Да. вперед И все, никаких там типа оплата и на месяц, год. Там. и 1 месяц за подписание Ну, вот я контракта. что и говорю. А дальше вы просто предоставляете Просто гарантии, то, платите, что и вы всё. платежеспособный человек. Так, La Siege de Санта Леон. Я с вашей семьи тащусь, самые классные стримы, выпуски у вас вдвоем. Спасибо, потому что я Потому что она как оппозиционер, блин. Как это, знаете, как ты сказала, янь и инь, блин. Да. Я плюс, а ты минус, или наоборот. Домашних животных у вас нет, собачек, кошек, птичек. Нет у нас домашних животных, у нас для них места даже нет в квартире. Нету. Так, в бассейн ходишь плавать? Раньше ходил Леня плавать в бассейн, сейчас не ходит, сейчас просто в спортзал ходит. В тренажерный зал. Хамончик, респект. Привет, Леонид. Вы счастливая пара? Ну да. Ты счастливая пара, Лень? Еще бы. Скажи людям туда, в камеру. Если я скажу, Так что несчастливая, тебе так- она меня побьет. Тебе такое счастье привалило. Да не говори. В смысле тебя Ну побьет? так и есть. Так, а Это дальше? как в том анекдоте говорит, попробуй скажи несчастливый. Сейчас получишь. Аргентинская говядина, телятина очень вкусная. Много идет на экспорт. Ну да. Люди, ставьте, пожалуйста, лайки. У нас очень мало лайков. А ну сколько у нас лайков? 29. И 37 человек смотрит. Вы, наверное, моете посуду, у вас заняты руки. Ну да, больше Я всегда всего. так делаю. И когда просят лайки, я не могу, я мою посуду. Или что-то, или я вяжу. Ой, спасибо за лайки большое. 31 лайк уже. Ой, Ой. спасибо большое. Видишь, вот. Надо просто просить. Пожалуйста. И там еще такие сердечки есть, и салютики тоже можно поставить. Так, ну что, оно будет жариться, блин, или оно будет Мне еще салатик надо делать, Лень. коптеть только. Ну, в общем, что-то Леня там кулинарит, я не знаю. Ну, что получается, то и делаю. Света, Леня, привет из... Так, сейчас у меня тут эти... Привет из зимней бесснежной Германии. У нас плюс 0 и тучно. Ой, привет. Здоровья вам. Так. А у нас тоже тучно. И как бы дождь собирается, может да, быть, но у нас даже. тепло. Ну, был момент, что мы даже пошли на море, на океан походили, потом позагорали.
А нет ли в планах переехать в маленький город, дом купить, жить на природе? Ну, маленький город совсем не очень хочется, потому как нам нужны всякие как бы плюшки больших городов. Вот. И, как вам сказать, совсем в маленьком домике не очень. И по здоровью надо обращаться иногда, и там, не знаю, почта. И вообще мы привыкли жить в городе. Но посмотрим. Пока Ну вот смотрите, мы в принципе как бы тоже, ну как бы обсуждаем такие моменты наподобие, ну откупил бы там, жил бы вот так вот в каком-то, даже вот в этом Марделяхово там домик купил или что. Но потом возникает еще один момент. Ведь жизнь заключается не только в огороде и в капусте. я к хочу примеру, тоже огород. Я тебе не, всегда ну да, говорила, я хочу огород маленький хочешь, огород, а ты но не хочешь. Жизнь заключается не только в этом. Ты, к примеру, должен иметь медицину. Все мы люди не молодые, в принципе, не становимся моложе. И периодически надо там то какие-то, пройти осмотры, то еще какую-то фигурину сделать, то там к окулисту То какая-нибудь операция. Извините, Какая-нибудь в операция Аргентине может- у меня было уже всяких 7-8 операций. То есть всегда Да. тебе что-то надо. Это... Соответственно, должна быть медицина. Ты наездишься вот отсюда за 400 километров за медициной в Буэнос-Айрес? Не заездишься. Нет, не наездишься. Значит, уже это выпадает. Второе. Я все время пытаюсь чем-то заниматься. Вот сейчас я занимаюсь интернет-магазином рыболовным. Сейчас я выпустил новую прикормку. Тьфу-тьфу, постучать по дереву, как говорят, вот сюда. Вроде бы она даже начинает идти и все такое. Ну, сейчас в отпуске, понятно. Ну, ты неделю Но- назад первый продал. Да. Но мы неделю назад только объявили об этом. Так Но что кому надо, Да. сделай мини-рекламу. мини-реклама, кому надо, прикормка, которая реально ловит Откроешь рыбу мне в тоже Аргентине, тогда? то это ко мне. Вот. leonpesca.com, набираете, там есть WhatsApp. Ссылочка в описании. Да, ссылочку оставим, если не оставлено. Оставим. Вот. Факт в другом. Мне нужна почта. Мне нужна почта, мне надо рассылки. И я не могу с этого села, допустим, как я их буду Провайдеры. посылать. Да, провайдеры, закупка. Мне нужно... Я езжу, у меня там 7 компонентов, мне надо мешками это все те компоненты. И потом, это же не только, это я про прикормку сказал, но мне надо и удочки, и катушки, и фигушки, и все это вот вокруг большого города крутится. Там Да. склады, там провайдеры, там почта, там таможня, если ты хочешь импортировать. Там банки, там доставка, там вот сейчас приеду и буду уже вставлять в магазин доставка мотоциклами по Буэнос-Айресу и по пригороду Буэнос-Айреса. Соответственно, это все крутится там, бизнес крутится там. И я не могу сесть и сказать, ой, я пенсионер, отвалил пузо, напился пива и лежу тут, посреди огорода, жду смерти. Нет, такого нету. Так что, а вся движуха, она в больших городах. Конечно, прикольно приехать, вот так снять домик, посидеть, отдохнуть. Но все время не будешь отдыхать, надо работать. Или жить рядом с Надо большим крутить. городом, Да. 10-15 Да, километров. или это должно быть где в доступности, то есть 15 минут и ты в городе, 15 минут на машине ты шуганул, там скупил, что тебе надо, Да. приехал в свой домик, так да. На почту отвез, что-то привез. То есть возле больших городов можно рассматривать варианты, да. Но в А так, таких, чтоб совсем- там, где мы сейчас сидим, то не очень. Да, а так совсем забиться в какую-нибудь катамарку, там, в горах, красиво, ты сам, одни орлы летают, все круто. Ну, жизнь заключается не только в том, чтобы накушаться и смотреть на горы. Не, Надо крутиться. оно можно накушаться и смотреть на горы, Да, но но кто все это будет оплачивать, извините. Болезни, заработки, все вот это крутится. В общем, вся эта движуха, она идет в больших городах. Не, мне нравится Буэнос-Айрес, мне нравится Мар-дель-Плата. Я как бы могу рассматривать только эти два варианта. В Буэнос-Айресе очень дорого, но посмотрим. Да. Как оно. Но в то же время, конечно, решать этот вопрос надо, и чем быстрее, тем лучше. Но факт в том, что надо рассмотреть внимательно, что ты будешь делать потом. Да. Потому что, может, у нас и, извиняюсь, Женя, и есть такая охота купить какой-то домик в захолустье, зарыться от всех, там сесть, не Купить выйдет, не Starlink, выйдет. это я могу там работать. Я вяжу себе, Да, могу, мы но же, Света говорит, купим Starlink, А говорит, дальше? чтобы интернет везде А иметь, и дальше? чао. тебе нужна медицина. К примеру, тебе, мне. Как я буду туда ездить? А спортзал со штанами А где? Ну, спортзал здесь тоже есть Мар-де-Ахо, кстати. И, по-моему, даже парочку. Так, привет из Мар-дель-Платы. Наташа, привет большое. Большое. Огромный вам привет. Наташа, Клубника у вас знатная. мы ваш занос уже прорекламировали. Ближе, это ж не Тут видно. нормально видно. А, видно? Ну вот. Мы сказали, что Я уже нормальные люди написала, есть с нормальными написала, да. подарками. У них такая клубника там.
Люди тоже возле Мордельплаты живут, огороды понасаживали себе. Я Лене говорю, я тоже хочу, но не такой большой огород, но такую тепличку я хочу пару деревьев. Ну, поедем на Даши, поработай в тепличке. Не хочу у Наташи поработать. За клубничку. Наташа слышала, да? Ну, в общем, я приеду через 10 дней к вам, поработаю денек. На килограмм клубнички заработай. И у тебя охота Не, пропадет. огурцов. Огурцов там много. Так, дальше. Сильные ли ветра сейчас на океане? Порывы 50 метров сегодня пишут. Приблизительно 30-50, как там, километров в секунду или как у нас вычисляется? Не метров? Смотря в чем ты Сейчас там я вам поставила скажу. себе, то и вычисляется. Сейчас я вам скажу. Сейчас у меня на этом пройдет реклама. Ветер есть, да, такими порывами, знаете, но, то есть не полежишь, не позагораешь. Мы прошлись, наверное, километр, да? Да? Километр туда, километр сюда мы прошлись по этому с утра. А сейчас поветреннее немножко стало. Но зато там, где мы сейчас сидим, то хорошо. А, блин, эта реклама теперь идет. Понаделывают этих реклам. Ой, сейчас я еще раз открою. Так, 20 километров в час с порывами ветра 52 километра в час. И так будет ближайшие 3-4 дня, я смотрела. А дальше ветрено, да. Плохой повар, видать, Леня. Ну еще бы. А знаете, он какой повар? Раз в году он повар. Это- Поэтому и плохой. Сначала надо было углей наделать. Но мы никуда Я не спешим. сильно не запудрились на эту тему. Так, Германия, у вас же лето, в декабре можно и купаться. Ну, смотрите, оно то лето, но я вам скажу, не знаю, как во всем мире, у нас погода сдвинулась. У нас и лето начинается реально январь, февраль, март и даже апрель. Раньше начиналось лето, ноябрь, декабрь, январь, уже в ноябре было жарко. Сейчас может быть такое, что вот 15 декабря, да, и на побережье может быть 15 градусов ночью. Скворчит и скворчит хорошо. плюс так смотря же еще, знаете, у вас лето, вот у нас лето здесь, а как оно, на Усуайе там снег идет. Вот снег шел там недавно, буквально 5-6 дней назад снег. Это тоже Аргентина. В Буэнос-Айресе потеплее, чем здесь. Так, у нас минус 10, а у вас лето. Да, у нас классно. Так, все, комментарии закончились или не закончились? Расскажи людям еще что-нибудь про нашу Аргентину, а то нету комментариев. Ай, что было мы такого, блин, еще налапшать про Аргентину? Ой, да не, ну, если честно говоря, совсем, то вроде бы даже немножко начинает вырисовываться какая-то движуха экономичная в Аргентине. То есть сначала, конечно, этот год был террористический год, блин. То есть Да. тут, блин, экономика, я имею в виду, была такая, что все за голову хватались. Ну, все подорожало буквально за один год Да. 4 раза. Ну, я же говорю, то есть, когда была 4-5. самая дешевая страна, где все говорили, так, тут за $1000 проживешь, как это самое, и сыр в масле будешь кататься. А потом стало так, что теперь, блин, извиняюсь за выражение, все думают, там в Европу надо ехать, там дешевле. Ну, но я так начинаю замечать, все-таки какая-то движуха начинает вырисовываться. То есть люди начинают немножко покупать вещи, хоть они и дорогие, но начинают покупать. То есть какая-то вот этот оборот денег в природе начинает проявляться. И это, конечно, чуть-чуть обнадеживает. Не знаю, то ли это, но пока что это такие только признаки. Но какие-то клиенты начинают покупать уже и запчасти по компьютерам, хоть и при такой дороговизне, но они уже как-то тоже что-то продали при такой дороговизне, получили уже больше денег, теперь уже может трошечки на что-то и потратить. То есть все равно как бы это, ну в общем, совсем вниз не упали, а уже как-то все носа чуть-чуть задирают. Что может, надежда есть какая-то, что с этой Аргентиной что-то и получится, может и выкарабкаемся. Может просто будем больше все получать, ну и больше, конечно, платить придется за все услуги. Так как бензин, когда-то мы плакались, был 50 копеек от доллара, мы плакались, дорого бензин, 70 копеек от доллара, плакались, дорого бензин. Сейчас едем, $1.40 бензин получается, $1.50, но блин же едем.
Но мы едем, потому что мы бесплатно здесь живем. Нет, да, но мы Вряд ли мы здесь на 10 не дней бы бесплатно приехали. едем, блин, так что Ну, все равно же неважно. едем. Ну и другие также все равно, кто съедет на рыбалку, кто съедет туда, значит, больше получают те, что работники работают там на этих фирмах, они тоже как-то, честно говоря, начали чуть больше зарплату получать. Соответственно, если у них там пошел приход, они начали больше как-то тратить. То есть какая-то такая сдвиг, ну, появляется. Плюс открываются заметный. некоторые вещи. Вот смотри, Да. сейчас 16 декабря Меркадо Либре будет продавать уже вещи как бы с Амазона, откуда вот Да, из-за границы, в общем. Сначала с Америки начнут, а Да. потом из Китая. Да, может там быть. подписывают Libre Commercio, то есть свободную коммерческую зону, по-моему, с Европой и с С Америкой. Испанией, Италия, не Испания Да. точно. Да, там подписывают тоже. Теперь Америкой как-никак хотят, да. открывают, то есть если б я сильно захотел, сильно уперся рогом, да, я мог бы быть там импортером, то есть уже открываются такие, что может не просто избранные импортировать товары, а можно оформиться импортером, начинать импортировать товары какие-нибудь там из Китая, из того, из всего. То есть какая-то движуха все-таки начинает потихоньку вырисовываться. Не все так прямо черными красками, как было с начала года и практически почти до этого момента. Но большая проблема в том, что у нас доллар дешевый. Никто не говорит, что проблемы нет. Не-не-не, проблема страны офигенная, в том, все говорят, что доллар у нас дешевый. Его держат. Сейчас, во-первых, сделали... Вот я видела, рассказывают там на Украине, в России, ой, Милей пришел, такая да, красота. да, нам бы Послушай, такого, думаю, да, вам бы пошли такого. люди вклады начали в банки нести. да. Так это вклады, вы же не понимаете, это называется бланкео. Расскажи, Лень, бланкео де капиталис, это вклады, Да, а не это те мы недавно вклады. читали тут в этом Мы смеялись, телеграм-каналах, конечно. ржали, как там, блин, рассказывают украинцы. Ой, Не украинцы, все, ну, я русского- читал там, где, СНГ, ой, короче. Милей, это там, блин, такой, пипец, звезда, который там поднял, вот это все нам бы такое, вот там так, там зарплаты выросли, люди вклады понесли, доллары мешками гребут все. Да брехня это полнейшая, блин. У нас просто происходит бланкео. Бланкео де капитале, то если ты раньше натырил, блин, кучу денег, то ты несешь теперь в банк, оставляешь... Ну, их там. нелегальная деятельность, скажем Да, так, не натырил. натырил или нелегальную деятельность занимался, Не платил за это выписывал налоги, ничего не платил. Теперь ты можешь это забланкярить, то есть обелить, отбеливание бабла, отмывание бабла сейчас происходит. Это, кстати, не Милеевская придумка, это уже где-то 4-й раз в Аргентине происходит отбеливание бабла. Не Это только было бабла, а и недвижимости. и Все, что ты... недвижимости, бабла, и машины купленные Твои без налогов. даже ценные всё бумаги, такое, всё. все ты можешь отбелить. До сих пор, кстати, сейчас можешь. Практически без налогов. Ты можешь отбелить эти деньги, но для этого ты должен занести на специальные счета в банке. И люди несут, чтобы они были уже отбеленные деньги, прошло вот это дело. И потому казна получает эти бабки. И она ими будет год пользоваться этими бабками. А потом только вы начнете, сможете их уже забирать и вы не так. пользоваться. Ну там можно вкладывать в акции, то все, но в принципе так. То есть просто так назад забрать, вот сегодня Если ты отбелить, до 100 побежал. тысяч и до октября месяца, то да, а все сейчас остальные, то нет. Ну, то я и говорю, там свои нюансы, но мы не вникаем в нюансы этого процесса. Но рассказывают то, что казна получила эти деньги. То есть у кого были в матрасах херового бабок, они понесли их в банки, чтобы отбелить эти деньги. Соответственно, банки получили деньги. Да, и, кстати, сейчас, буквально на этой неделе, доллар блю подскочил на соточку, на 100 песо. И как бы тоже все начали об этом говорить, доллар поднялся. Но как бы сейчас ждут, что вот это Вака Муэрта, там что-то будет, да. денег оттуда будет идти, для того, чтобы удержать доллар. То есть у нас доллар Ну, и удерживается плюс вроде искусственно. пообещал уже в следующем году уже как бы унифицировать доллар, то есть отменить вот этот доллар блю, доллар не блю, а типа сделать, чтобы был единый доллар в стране, сколько будет, столько и будет, но уже единый. Потому что практически все сравнялось. Даже в один момент было такое, что вот этот левый доллар, как мы его называем, блю-голубой доллар, тот, что на руках ходит, в один момент был дешевле, чем официальный. Один день был это. Да, один день, чем официальный государственный. Потому что у людей не хватает денег, они несут, сдают, меняют. И кто бланкео понес в отбеливании, кто понес, потому что ему денег не хватает дожить до конца месяца. Оттуда как бы вот пошла движуха. Но все это продали как за гениальную идею гениального экономиста, типа, блин, ой, смотрите, какой, как бы этот, офигенный достижение. И начали думать, что им тоже такое надо достижение. Так, сейчас я еще почитаю комментарий, Читай. если есть, а то я здесь не читала.
Слушай, такая красота, дымок. Ничего делать не надо, снимать, монтировать, вообще ничего можно. Я вязание, правда, с собой взяла, я буду вязать попозже. Так, так, пошли комментарии. В июле может снег идти. В Испании, да. Ну, если вы с Испании, так смотрю, да. У нас в июле, ну да, в июле у нас идет снег, Барелоче со снегом, Усуайя со снегом. В Буэнос-Айресе, когда мы вот сколько живем здесь, 29 лет будет, да, вроде как 9 лет, 29. Был снег один раз в Буэнос-Айресе. Да, мы видели один раз снег в Буэнос-Айресе. Зеленушку, помидорчики, огурчики не взяли? Конечно, взяли. Я взяла помидорчики, огурчики нет, потому что мы в прошлый раз покупали ящик огурцов, никто их уже... Мы ездили... не знали, куда их выбросить. Мы ездили 3 недели назад на рынок оптовый, взяли ящик огурцов за 2500, за $2,5. Это ящик за огурцов. $2,5? Я их мариновала, я их квасила, мы их ели. Я уже Николясу давала, говорю, неси своим друзьям, он носил. И в конце концов еще 3 огурца выбросили, потому что они испортились. Мы их так наелись. Я взяла, значит, этот раз, мы не снимали наши покупки, потому что был такой дождь, нам было просто не до мы что, съемок. мы еле сюда доехали, я уже так, скажем честно, почти перекрестился, что уже наконец-то Пересрал. в этот кампинг заехал. Я все время думал, что я уже в какой-то луже там утону, блин. Там потом Этой посмотрите машиной. видео, это, конечно, что-то с чем-то. На нашей машине. Так, я взяла помидоры, у меня есть болгарский перец, у меня есть лук, я буду делать салатик. Взяли персики, морковку. Что мы еще с овощей взяли? И все, да? Так. Кто там говорил, что я плохой этот? Смотрите, как говядинка выглядит. Классно. Только не пересуши мне ее. Смотри, уже Хорошо. ее на досточку надо забирать. Ну, еще пару минут, я сейчас принесу досточку. Смотри, як говядинка твоя, а? Хорошо, А? пускай еще чуть-чуть, там красненькая. Ленечка, тут это спрашивают, що вас чекає по пенсії в Аргентині? Не знаю, що чекає, сколько буде пенсія, но пенсію я получу. Сейчас Вот. пенсия, я перебью, Да. сейчас пенсия 200, минимальная, то, что ты получишь, $260, плюс там какая-то надбавка еще, ну, около $300. То есть по-разному бывает. В какие-то периоды было, что тут пенсия была и 600, и 700 долларов, то есть, а Досточку когда-то принесу. так, ну, то есть это какая. Но что нас чекает, это то, что я ее получу в конечном итоге. Я снимал видео на эту тему, кто не хочет потерять, как, типа, сделать, я объясню по-простому. То есть, к примеру, для того, чтобы реально получать пенсию, тут надо проработать, ну как, 30 лет в Аргентине. И, соответственно, что получилось? Мы-то живем почти 30 лет, то есть уже 29 живем здесь, и в следующем году уже будет и 30 лет. Вопрос не в том, вопрос в том, что мы приехали, и сначала я работал как бы нелегально, то есть, ну, не платил там налоги, не, ну, как все наши, кто на стройках, кто еще где-то на каких-то подработках работает. И, соответственно, это как бы пенсионный возраст не засчитывается, потому что ты же налоги не платил 30 лет, именно чтобы вот в пенсионный фонд не шло. Но у нас есть такая программа, и пока что еще существует, и кто хочет, может у меня это видео посмотреть на До канале. марта месяца. Кстати, одному тут тоже помогло очень, который здесь живет, и он мне написал, Николай, говорит, спасибо, без твоего видео я бы потерял, говорит. Вот, таким образом, что там есть? До марта месяца еще срок есть. Если у вас есть такой период, наподобие, как у меня, лет 10, которых я не платил, Больше. бегал, а то и больше. Ты Ну, платил 10 лет, ты не хорошо, платил 20. Хорошо. В общем, если у вас есть период большой, 10-15 лет, не плачено, но вы жили, но вы были нелегалами, работали там на каких-то стройках, кому-то что-то ремонтировали, а потом, опа, а у меня же пенсионный возраст подходит, может, я хочу получить. 30 лет стажа должно быть. Я это сказал. А, Соответственно, что ты должен сделать? Идешь в АНСЭС, АНСЭС это пенсионный фонд, и входишь в эту программу, что ты, как работающий сейчас человек, хочешь выплатить весь этот долг, который ты не выплатил. И тебе дается срок, за который и просчитают все твои вот года, там, месяца или чего-то не хватает, и скажут, вот это вот такая сумма. И сначала мы подумали, что да ладно, эту сумму растянем, и начали платить по месяцу, по два, потом посмотрели. знали просто. Ну да, я договорю. А в конечном итоге оказалось, что, во-первых, и квоты растут, то есть и мы посчитали, что если бы я сразу взял и всю эту сумму вот выплатил, я бы потратил $1000 в тот момент. В декабре. В тот момент, еще до прихода, как говорят, нового правительства. Я бы поменял $1000, выплатил, закрыл бы всю эту пенсию.
Теперь же, когда мы схаменулись и решили все закрыть, мне пришлось, где-то около 4-4,5 тысяч долларов переменять, занести в банк, выписать счета, что я типа заработал на своей работе, нынче эти деньги, но зато я закрыл весь этот свой период в 30 лет. И то есть сейчас нахожусь как бы в полной месяц в месяц, как бы я 30 лет платил. Но это официальная программа, то есть ты можешь взять деньги, пойти и закрыть все, что тебе не хватает. Ну, тебе на пенсию в следующем году май месяц. Да, в следующем году май месяц. 1 мая присылайте нам подарки. Да, а до 1 мая на джипик. Пода. Иначе куда пенсионер должен куда-то есть на рыбалке на джипик по Аргентине? Так что да, за пенсию рассказали. А мне до пенсии еще... Давай я тебе выложу, давно иначе твоя плачу сгорит. налоги Или по- ты хочешь Бери. горелое? Не хочу. Не? Ну смотри, потому Принеси, что я, ты я разрежу, посмотрю. как хочешь. До пенсии мне еще пока далековато. Вот. Женщины здесь выходят в пенсию на сегодняшний день в 60, мужчины в 65. И надо иметь для обеих, так сказать, полов 30 лет стажа. Я если... На, смотри Плачь. свое. Да. Света сейчас будет свое рассматривать. Что тут мне Я- наваяли. Перережу напополам, посмотрю. Да, можешь он там резать, смотреть. Хочешь вилочку? Еще класс. чуть-чуть. Хорошо. Ну смотри, красный. Хорошо. Ну так это ж как раз. Ну, Лень, да. Хорошо. Хочешь с ними покажем, чтобы рассказать? Мне еще чуть-чуть, оно сырое для меня. Смотрите, вот это, видите, Только стейк не... по-американски. Лень, ну фокуса не было. Покажи Это- на дольше. Ты так быстро крутишь. Стейк по-американски. Это Стой, я тебе щас- Света подожди. говорит, это говорит Ближе камеру. сырое. Давай ближе, давай сюда. Смотрите, я вот возьму. Вот. Это для каких-то людей нормально, для меня сырое. Иди еще 10 минут подержи. Вот так. Когда будут, уже типа спаленные все, тогда это будет как раз то, что надо. Хрустящее должно быть. Так, Это тоже тонкое? Тоже Да. положить тонкое? Да, тоже. Ну смотри. В Это домах твой с отоп- выбор. Пускай, да. В домах с отоплением зимой как? Кондиционером топите, много денег уходит. Ну, смотрите, кондиционером мы платили до того момента, до прошлого года. Да, теперь Потом- лучше газом. Газ и свет подорожали процентов, Я тряпочку пойду найду. не процентов, а раз в... Раз у кого в 4-5. 4, у кого в 5, у кого в 10, смотря. Да, у нас раза в 4-5. И мы раньше топили кондиционером, но топили как? 10 дней в году, скажем. 10 дней зимой. Потому что все остальное время, к примеру, если на улице 15 градусов, 16-17, мы ничего не топим. Это разве минус 10, то есть меньше плюс, чем 10, там 8 градусов, 7, тогда да. Или, к примеру, очень влажно, то есть идет дождь, день, второй, третий, тогда тоже включаем. А сейчас мы Редко, во топим, всяком случае, пользуемся. ну я же говорю, дней 10 в году. Да. Вот так вот, если Ну, редко посчитать. И то пользуемся, если включили, реально. 4-5 часов подогрели и выключили. Ночью мы никогда ничего не топим. Мы всегда ночью спим почти всегда с открытым, приоткрытым окном. У нас такое, как бы... Двери открытые на балкон. Двери на балкон, да. Мы ночью никогда не топим, ничего. Мы Тоже, выключаем. Даже не окно, у нас нет окна, у нас раздвижные двери стеклянные. Вот мы их всегда открываем вот так вот, хоть зима, хоть не зима. И Во-первых, да, во-первых, чтобы плесени не было, надо всегда проветривать, открывать. Иначе начнет все плесневеть. Ну, сырость и все, Ну да. вот это вот. Вот, к примеру, Так, сейчас тут... да. Много ли денег уходит? Ну, сносно. По сравнению с продуктами пока питания, что возможно. с ценами на жилье и там, не знаю, Да. более-менее, да? Да, ну, Ну, пока сколько? не скажешь, что там прямо... К примеру, за газ сколько пришло? Там, или за около свет? 30 тысяч. 30 тысяч, $30 в месяц, да? Да, за да. газ. Ну, Это это у нас так. газовая колонка, мы купаемся, включаем газ. Да. Там посуду, если моем, включаем, выключаем. У нас все время оно не горит, это как она? Свет постоянно мы пользуем, все И свет тысяч сколько? 40? Тоже где-то так, около 30-40. 30-40. Да, 30-40 тысяч. У нас экспенсия дороже, чем газ и свет. Эспенса, то есть это сам за Как обслуживание оно? дома, Коммунальное по-моему, это вот. 69 тысяч я заплатил последний раз. 70 тысяч. Пока так. Так, в домах с отоплением, так сказали. Деньги – это дешевейшая бумажка. Вот и стараются вещи и товар, недвижимость покупать. Как, кто как. Ну да. У кого есть эти бумажки, то да. Покупает. Кто-то покупает земли, кто-то квартиры, кто-то продукты.
У нас многие аргентинцы сейчас, раньше особенно, когда была сильная инфляция, они получили зарплату и сразу едут на закупку и покупают сразу на месяц вперед. Раньше такого не было. Сейчас, Ну да. сейчас немножко устаканилась инфляция, то не собираются ли отменить бесплатную медицину? Ну, вроде бы не собирается. Во всяком случае, я не слышал, чтобы кто-то хотел отменить бесплатную. Вот другой вопрос, что, по-моему, иностранцам стала платная медицина. Да, становится. И становится, Ну, будут, да. То есть уже просто так иностранец, турист, прибегающий за это, он будет платить. Уже в тех И сказали, провинциях... что только те, которые попали, к примеру, ну, в аварию вы попали. Понятно, вас бесплатно обслужат, потому что вы попали в аварию. Это экстренный случай. То есть была авария, забрала скорая помощь и все. А вот эти все, типа, приедем народы, там, пойдем полечим зубы, там, у меня Нет, там Леня, не живот так. заболел. Аппендицит, Ну, говорили так. аппендицит это срочно? Не Срочно. знаю. 600 тысяч платят люди. Ну, вот эти провинции Сальта, вот эти, которые наверху граничат, вот я буквально недавно слышала, аппендицит берут 600 тысяч, $600. Это срочно? Срочно. Но Ну они да. берут уже эти деньги. Не, ну я слышал ту, которая рассказывала, как бы это. То есть в Сальте сделали так. Seguridad сказала, что если попадаешь в аварию какую-то автомобильную, то, конечно, никто тебя не будет спрашивать, потому что ты при смерти, блин, есть у тебя Ну вот за деньги или нет. аппендицит берут так. Ну вот, значит вот наступает еще такая. Потому что там очень много было боливианцев, других стран, которые там рядом, они просто переходят как бы через границу, а у нас же границ нет таких, как с автоматами, там стоят, загорожено все. Они перешли себе через мостик, пошли в этот госпиталь, бесплатная медицина типа, блин, для всех. И все, и лечатся. Зато если аргентинец попрется в Боливию, так он должен там кишки себе, блин, продать почку, чтобы Да. его полечили. То же самое с Из-за учебой. этого такая вот и То же самое с пошла учебой тоже, будут говорят. Или они делают так, как и у нас, чтобы аргентинцы там бесплатно лечились, или тогда они пускай платят, и все. Вот так и получается. То же самое с медициной, Ну с да. образованием. Тоже Так, будут... Ты сама скажешь, когда твои огарки Да, хорошо. Тоже с образованием будут уже иностранцы платить за образование. Бесплатного уже больше не будет. Здравствуйте, ездили ли вы в Бразилию? Порекомендуете ли переезжать в эту страну? На данный момент нет. Там в Бразилии ихний реаль рушится, там социализм. И ты знаешь, пока что не собираемся даже. Нет, И мы не ездили. Не ездили, хотя у нас есть такая возможность спокойно туда поехать, даже жить там, потому что это пока что Меркосур и все такое дело, но у нас пока туда не тянет, скажем так. Ну и не были мы в Бразилии. Не Ну и турист. не были, я же Да. говорю, ну и не тянет. Я знаю, есть аргентинцы, которые раньше, года 2-3 назад, ездили в да. миграцию, а сейчас... Сейчас как бы пока что устанавливается. Тем более там сейчас снова вернулся этот их люля, это цей социализм и все это, блин, дружба народов, пока что что-то как-то не затягивает нас в эту сторону. Сейчас меня мама спрашивает, на каком канале стрим. Ага. Леонид Тимош, правда? Да. Я не нахожу, говорит. Так, я с Аргентины, Хуан. Этот, который писал про снег в июне. Молодец, классно готовится, да. В домах тонкие стены. Как отапливаете квартиру? Сколько стоит в месяц? Это мы уже сказали. Только же рассказывал. Так, сейчас я маме сделаю, поделюсь, потому что она не видит. Говорит, немає. Теща хочет посмотреть. Немає стрим и- трансляції, и каже. не может попасть. Вот закодировался я. Я послала ссылочку. Маме привет. Так. Я работала в Аргентине до 2002 года. При возвращении в Украину мне возвратили некоторые средства. Ну, может быть, не знаю. Мясо гуд. Говядина супер. Почему до сих пор не купили жилье? Потому что вы не надонатили. Так, блин, у нас все сидят все только чего до Джон, чего. вы надонатили хоть что-нибудь за наш труд? А ну-ка не посмотрим. надонатили, вот и не купили. А мы работаем. Тем более мы не хотим абы какое, мы хотим самое Ну, лучшее. выбираем. Любим вас, спасибо. Ой, потом сказали любим. Те же самые, Свет, слушай, тот же блин, самый Джон. Я бы на твоем месте все-таки не Давай. рисковал бы, а вытаскивал свое мясо, пока оно не стало каким-то Ты же знаешь, как я углями. люблю? Я люблю углями, я люблю лапоть. Ну так может я тебе угли Давай, рядом вытаскивай, положу, да и все. вытаскивай, спасибо. Сейчас я поснимаю, как Леня мне мое это... Покажешь мне мое мяско вкусное. Я еще салатик не делала. Мы долго будем сидеть в стриме? Нет, все, сейчас я забираю свое и Нет, что, мы валим будем отсюда. кушать и будем это, И стримить. будем плямкать во время Да. стрима. А пускай люди напишут, плямкать нам или нет. А я лучше тогда пиво буду пить. Вот такое мяско у меня. Ну, Леня, только люди сошлись, а ты будешь выключать стрим. У тебя будет мукбанг. Знаешь, такие есть видео, называется мукбанг. Это когда люди кушают,
плямкают и стримят. Смотрите, это мое. Ого! А ну-ка сюда мне. Серединки, гляньте уже. Да ты что? Так вот тоже. А кто там рассказывал, угли не такие, дрова не такие, все там такое. Надо просто правильно делать. И еще теперь у нас и кострик будет. Тут, блин, этих дров можно месяц топить этими дровами. Жалко, у нас нет фольги и картошечку сделать. Или там не хватит? Там не хватит. В следующий раз потом. Да потом, наша Как-нибудь нам-то купим картошка. картошечки. А? Наша нам-то картошка. Я люблю картошку в фольге. Ну так кидай. Не, ну нет у меня ни фольги, ни картошки. Так я тебе говорил про фольгу перед отъездом. Так, Леня, я забыла. Ну, так и вот картошки тогда у меня сиди нет. без Мы были в картошки. Коту, а там картошка была зеленая. Я не такую зеленую не покупаю. Лису можешь поймать сюда, посадить. А? Ай, а ничего, ничего. Он теперь дымком. У меня даже есть для копчения щепа специальная. Думал, может потом рыбку закоптим. Мы один раз тут делали копченую рыбу. Знаете как? Пошел, наловил рыбы в океане, присолил хорошо ее. Посолилась она 2 или 3 дня. Потом мы, наверное, даже меньше. Потом мы ее хорошо промыли и повесили подсушиться вот так. Только я привозил с собой накрывачку, кстати, в этот раз не взял. Накрывачку от мух, чтобы мухи не садились. Она так подсушилась, и все, костер развели. Тут есть, не фруктовые, но у меня есть щепа, уже купленная в магазине. Накидываешь после того на угли. И мы нашли тут всякие железные такие, как крышу делают вот эти листы. И обложили эту всю Парижу, сделали такой домик, повесили все это хозяйство. Для рыболовных удочек я поставил такие подставки, натянул проволоку, рыбу понавешивали, накрыли. Закоптилась, просто прелесть, золотистого цвета такая. Потом мы еще повесили ее выветриваться. Ты расскажи, Приехали где ты ее взял? В океане поймал. Лодками вы ездили? Ну, лодками, да, но в Расскажи океане людям. поймал. Ну, расскажи. Здесь, если хотите, просто побаловаться, берете утку, идете на пляж, закидываете, ждете, может клюнет, может нет. А если хотите рыбу, везде, в каждом городке есть такой сервис, чтобы типа подошел, заплатил, рыбаки там заплатили. В основном 3-4 человека собирается, 5-6, зависит от лодки. И лодкой выезжаете в середину, клюет так, да не могу. То есть 4 часа на лодке, нас было я и Иван, его жена и маленькая дочка. Вот мы в 4 удочки рыбачили 4 часа, килограмм 100, наверное, наловили рыбы. То есть привезли 60 килограмм где-то или 70, потому что маленькую, типа, если она вот такая, то назад выбрасывали. Только большие брали. Там была бочка такая на лодке, мы туда их скидывали. Привезли на пляжу, есть люди, которые чистят. Иван сказал, что он там чуть-чуть хочет рыб взять. Я взял, наверное, штук 20. А остальные мы просто, или больше. А остальные мы оставили тем людям, что чистят, сказали, пускай они, продадут тем, кто по пляжу гуляет. Так делают просто. Да, если это ты им, хочешь, типа, вам почистить. в награду оставляем, чтобы они могли продать и, типа, заодно заработать. И все. То есть, в принципе, удовольствие, полные штаны опускаешь, вытаскиваешь. Милка даже 2 акулки маленькие поймала, такие тигровые с пятнышками. Вот. Так что тут все есть. Ладно, пошли кушать. Это мое мясо, ты свое еще не приготовил. Мое приготовленное тоже. Только я У думаю, нас на какую стрим доску. идет. Сейчас я подожди, на комментарии мы на все ответим. Да, Сейчас давай пойдем. отвечать и пойдем. Ты же завоял стрим, я тебе говорила. Завоял, Так, это же подожди. не на сутки. Ну ничего, пускай будет. Мясо шедевр. Под такую закусь сейчас бутылку. А у нас пиво есть. А у меня вино еще есть. Браво, лучшая говядина в мире. Приятного аппетита. Спасибо. Добрый вечер. У нас около 10 часов ночи. Приятного аппетита. Мы тоже ужинаем и смотрим блогера. Всего вам доброго. У нас 13:47 сейчас. А мы вот это ее там не солим, не печем, ничего. Вот это как взял кусок мяса, вот так на мангал, а потом уже, когда оно готово, если ты хочешь, можешь там присолить, там, У тебя или есть взять кетчуп какую-то хот? приправу, да, вот у меня там острый кетчуп есть. Вот, который... Салатик я сделаю сейчас. Мгм. Салатик. И Кстати, всё. принеси. Я пойду принесу пару хлебчиков, подогреем. Ну, На, неси читай пару комментарии, хлебчиков. если. Там я последний Да у меня прочитала. я очки не взял, я там оставил. Ладно, я последний Эти прочитала. Ну у меня не- расскажи людям что-нибудь.
Так что вот такие вот наши тут делишки. Можно... Так, ну, если я буду ходить, будет сбиваться, да и не надо, что по кампингу ходить. Потом, это самое, походим в следующих стримах. То есть нам все равно, ну, как бы времени хватает здесь, и мы будем, думаем, что в эту отпуск будем проводить стримы отсюда. Я сегодня посмотрел, тут какая-то антенна появилась, по-моему, 5G или сколько там это. Потому что, ну, лучше пошел сам сигнал. Раньше тут был хуже сигнал. И я посмотрел на пляже, и там тоже хороший сигнал. Промерил скорость и такой достаточно нормальный. Так что я говорил Свете, пойдем, когда погода станет нормальная, пойдем на пляж, возьмем зонтик, установимся. Я говорю, возьму и будем стримить прямо с пляжа. Лежать себе на пляжу и стримить. Заодно покажем, купается, не купается. Хотя сам сезон, ну, мы сегодня видели людей, которые поприезжали и загорают, и удочки забрасывают. Но сегодня, после вчерашнего дождя, конечно, не самый пук на пляжу лежать. На, читай. А я буду хлебчик поворачивать. И пиво. Света, да, Леня спокойно покушает. Леня весь год спокойно кушает. Мама пишет. Пускай покушает неспокойно один раз. Привет, вы не путешествуете, в Испании не были? Не Мы путешествуем. путешествуем по Аргентине. Ой. У нас есть друзья, которые поуезжали в Испанию, там остались жить и все такое, но мы нет. Ну, как бы. Так, это у нас вот это только досточка и все, да? Вот, И та. да. Но у меня большой кусок, он сюда не влезет. Ну, на. Так что переселяйся. Свету переселяем на маленькую досточку. Леня пошел за большой досточкой. Ты уже все? Да? Будем выключать, делать тогда салатик и Ну все? да. Ладно тогда. Или ты хочешь стримить с салатиком? Да не. Завтра постримим еще включимся. Ну да. Завтра постримим. Если сейчас вопросов больше нема, Давай, если вопросов нет, то сейчас мы будем подожди. готовиться. Так, вы Праздновать. очень хорошо выглядите и молодцы, что родили 3 детей. В наше время это подвиг. Мало семей, кто эмигрировал и сохранил семью. Молодцы. Это Леня родил 3 детей. Я родила 1. А у Лени 3. Леня молодец. Благодаря вашим роликам влюбилась в Аргентину. Так Надо- это классная страна, и Да, правда. хорошо. Мы и сами ехали сюда на годик посмотреть. А вот теперь этот годик уже 30 годиков. Знаете, Аргентину можно показать как с хорошей стороны, так и с плохой, как и любую страну. Это да. если Кто-то в ты нее упрёшься влюбляется, ровно. кто-то разочаровывается, а кто-то просто привыкает, как мы, и живет. Со своими ее плюсами, минусами, всем таким. Она не идеальная страна, и жизнь здесь не идеальна. Но есть куча стран, которые еще хуже. Поэтому... Ну, это, как говорят, знаете, есть оптимист и пессимист. Пессимист там это самое, коньяк понюхал, говорит, тараканами воняет. Оптимист таракана понюхал, Ну ай, да. коньячком пахнет. Так что это такое дело. Так, Леонид и Светлана, приветствую, хорошего вам отдыха. На этом мы будем... Спасибо. До завтра. Завтра включимся, если будет погода. Ну да, обязательно. Да не будем каждый день Завтра потрошку включаться. да. чё ж ты. Если погода будет, мы Я еще включимся. потом по-испански постримлю завтра. А потом Да. с пляжа, я сказал, будем. Когда пойдем на пляж. Когда там перестанет сигнал такой есть. ветер быть. Ну да. Когда пойдем. Да, да. Ладно, вот Так так что сделай всё. всем. Вот так сделай Вот так всем. Не, делаем сядь. всем. Вот так. Пока. На красную кнопочку нажимать? Ну, там крестик такой есть. Вот сюда? Это не Ну да. крест.